Привет, друзья! Пенсия в Германии с июля текущего года станет больше, и это событие уже называют одним из самых крупных перерасчетов за последние годы. Важно понимать, что повышение пенсий в нашей стране – это на самом деле строгий такой механизм, привязанный к успехам именно работающего населения. В этот раз официальный показатель роста составил 4,25. Именно на такую цифру ориентировалось Федеральное статистическое ведомство, анализируя, насколько увеличились зарплаты по всей стране. Давайте же разберем внутреннюю кухню этих расчетов. В основе системы лежит текущая стоимость пенсионного балла. До июля этот показатель зафиксирован, напомню, на отметке 40,79 евро. Но уже через несколько месяцев он поднимется до 42,52 евро. Казалось бы, разница в 1,5 евро – это мелочь, но именно от этой цифры отталкивается немецкое пенсионное страхование, когда начисляют деньги на ваши счета. Министр труда Бербель Бас и глава ведомства Гундула Росбах подчеркивают, когда экономика демонстрирует рост, пенсионеры в Германии должны получать свою долю от этого процесса. Это один из ключевых принципов социальной системы Германии. Что это означает для вашего кошелька в конкретных цифрах? Давайте проведем разбор по разным категориям выплат. Те, чья ежемесячная пенсия сейчас составляет 1000 евро, увидят прибавку в размере 42 евро 40 центов. Если вы получаете 1500 евро, на ваш счет будут приходить почти на 64 евро больше. Для обладателей так называемой стандартной пенсии в 1835 евро, это те, кто отработал, напомню, 45 лет при среднем доходе, прибавка составит 77,85 евро каждый месяц. Если сравнивать эти данные с прошлыми периодами, то мы с вами видим редкую ситуацию. Индексация пенсии начинает опережать темпы инфляции. Если раньше рост цен на продукты и коммунальные услуги быстро съедал любые надбавки, то сейчас же при замедлении инфляции эти дополнительные 70-80 евро действительно остаются в распоряжении получателей. То есть, по сути, власти пытаются показать, что солидарная система способна все-таки поддерживать уровень жизни старшего поколения даже в непростые периоды. В 2027 году эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции, однако многое будет все-таки зависеть от состояния рынка труда в Германии. Такое масштабное повышение пенсий в Германии стало результатом сложных политических переговоров, которые завершились в Бундестаге буквально перед Рождеством. После долгих споров так называемая черно-красная коалиция приняла решение продлить действие защитной линии, которая гарантирует стабильность выплат на годы вперед. Главный итог в том, что уровень обеспечения не может опуститься ниже 48% от среднего дохода работающих граждан. Это такая себе страховка, которая впервые заработала в 2024 году, теперь официально продлена до 2031 года. Для миллионов людей это означает большую определенность. Немецкая пенсионная система продолжит индексировать выплаты, ориентируясь на динамику экономики. Процесс запуска новых начислений с 1 июля уже идет полным ходом. Чтобы вы вовремя увидели обновленные суммы, постановление об определении пенсионной стоимости должны утвердить Кабинет министров и одобрить Бундестаг. Это юридическая основа, которая делает рост пенсий обязательным и защищенным от резких политических изменений. После публикации в Федеральном вестнике законов новые правила вступят в силу и перерасчет произойдет автоматически. Такой анализ текущей ситуации показывает редкий для последних лет момент. Пенсия в Германии сейчас увеличивается, как я сказал, быстрее, чем растут цены. Если еще в начале буквально года официальная инфляция держится на уровне чуть более 2%, то прибавка свыше 4% фактически дает пенсионерам реальный запас. Это означает, что покупательная способность постепенно укрепляется. На те же деньги в июле можно будет позволить себе больше, чем в начале года. Однако общую картину осложняет ситуация на заправках. Стоимость топлива снова растет, и это создает дополнительное напряжение перед летней индексацией.
Рост цен на бензин и дизель часто запускает ценовую такую реакцию, дорожная логистика, за ней постепенно, вы понимаете, меняются ценники на полках супермаркетов. В итоге возникает своеобразный экономический баланс. Государство добавляет средства с одной стороны, а расходы на транспорт и отопление начинают их частично компенсировать. В ближайшее время станет нам с вами ясно, насколько эта прибавка сможет перекрыть давление со стороны энергетических расходов. Но пока одни события радуют цифрами индексации, другие заставляют внимательно изучить банковские выписки. Ведь судебная практика в Германии может преподнести неприятные сюрпризы для получателей дополнительных выплат. Сегодня в Германии речь идет о резонансном деле, которое касается миллионов нынешних и будущих пенсионеров. Суд в городе Эссен вынес решение, которое фактически подтверждает право больничных касс требовать от вас взносы с крупных единовременных сумм из корпоративной пенсии. Ситуация выглядит спорной, даже если вы решили не тратить эти деньги, а сразу перевели их в немецкое пенсионное страхование, чтобы закрыть, например, пробелы в стаже или выйти на отдых досрочно без штрафных санкций, касса все равно может начислить свою долю. Эссенские судьи подтвердили позицию своих коллег из Кёльна, существенно ограничив возможность защиты таких средств. Чтобы понять масштаб проблемы, давайте проанализируем реальный пример. Мужчина, родившийся в 1958 году, в начале 2021 года получил от своей компании выплату в размере 46 тысяч евро. Почти сразу он перечислил аналогичную сумму в государственный фонд, рассчитывая укрепить свою пенсионную базу. Однако больничная касса начислила взносы дважды. Сначала на всю сумму единовременного капитала, а затем начала удерживать взносы с его текущей ежемесячной пенсии. Юридическая логика здесь следующая. Суд указал, что эти деньги имеют разную экономическую природу. Обычная пенсия – это выплаты из общей системы, а корпоративная выплата – это отдельный, скажем так, вид дохода, который может облагаться взносами параллельно. Анализ потерь в таких случаях показывает ощутимую нагрузку. В Германии для добровольных застрахованных ставка на медицинское страхование составляет, напомню, около 14,5%, к которым добавляется дополнительный взнос кассы и страхование по уходу. В сумме 46 тысяч евро может удерживаться от 8,5 до 10 тысяч евро. Важный нюанс, который уточняет страховая компания АОК. По правилам, такая нагрузка не списывается одновременно. Сумму распределяют на 120 месяцев, то есть в течение 10 лет ваша пенсия будет приходить в уменьшенном размере. Это создает такое ощутимое, скажем, давление на бюджет тех, кто рассчитывал использовать корпоративный капитал как дополнительную финансовую опору. Судебное разбирательство в Эссене состоялось, напомню, в ноябре, и на текущий момент окончательная точка в этом споре еще не поставлена. Пенсионер, не согласившись с потерей внушительной суммы, направил жалобу в вышестоящую инстанцию. Пока юристы продолжают борьбу за каждый евро, остальным гражданам в Германии, планирующим аналогичные действия со своими накоплениями, стоит все-таки проявить предельную осторожность. Интересно, что немецкая Фемида не всегда становится на сторону государственных органов. В практике также встречаются случаи, когда суды отклоняют требования о возврате средств. Например, в одном из дел ведомства более 20 лет по ошибке выплачивало завышенную вдовью пенсию, а затем попыталась взыскать с женщины почти 80 тысяч евро, но получила отказ. Тем не менее, чтобы не оказаться вам в центре затяжного конфликта с больничной кассой, важно действовать на опережение. Главная рекомендация сегодня – это максимальная прозрачность до совершения транзакций. Прежде чем перечислять средства из корпоративного фонда в систему государственного страхования ДРФА, желательно получить письменное разъяснение от обеих сторон. Запрашивайте четкий ответ, будет ли данная операция рассматриваться как доход и облагаться взносами. Не стоит совершать перевод, пока не увидите расчеты с указанием итоговой чистой суммы. Если же вы уже получили требования об оплате, не обязательно сразу соглашаться с претензиями, поскольку окончательное решение по эссенскому делу еще не принято.
Существует возможность оспорить начисления, опираясь на текущую правовую неопределенность. Обращение к адвокатам по социальному праву в такой ситуации может стать разумным шагом для защиты своих средств. Важно понимать, что правила в страховой системе Германии могут корректироваться, и внимательная проверка документов помогает вам снизить риски долгосрочных финансовых обязательств. Но сегодня мы с вами уже знаем, что финансовая дисциплина в Германии неразрывно связана с порядком в личных делах, и порой обычная неосторожность с документами может создать проблемы там, где их совсем не ждали, например, на пункте пограничного контроля. Немецкий загранпаспорт – это собственность государства, за сохранность которого вы несете персональную ответственность. Многие относятся к этому документу как к личному блокноту, не подозревая, что любая лишняя пометка или, например, физический дефект могут поставить под сомнение его действительность. Ситуация осложняется еще тем, что грань между поношенным видом и недействительным документом в глазах инспектора крайне тонка. Если для перемещения внутри Европы нам зачастую хватает обычного пластикового удостоверения личности, то при пересечении границ Евросоюза требования к состоянию паспорта становятся максимально строгими. Анализ инцидентов в аэропортах показывает, что путешественники часто попадают в ловушку собственной беспечности. Вырванная страница, пятна от кофе или даже детские рисунки на полях – это считается как повреждение, а также как обстоятельства, которые могут привести к отказу и в признании документа действительным. Важно сегодня понимать, в Германии поврежденный паспорт может быть признан недействительным. Это может привести к административным разбирательствам из-за ненадлежащего обращения с документами. Юридические последствия таких ситуаций выходят далеко за рамки простого опоздания на рейс. Если, например, пограничная служба сочтет, что повреждения выглядят подозрительно, например, могут затруднять идентификацию или скрывать данные, это может привести к дополнительным проверкам. Даже если речь идет о случайности, владельцу придется объясняться с ведомством по делам граждан. А процедура, вы знаете, срочной замены паспорта обойдется в несколько раз дороже стандартной пошлины. Поэтому любая трещинка на обложке или отклеившийся уголок ламинации – это повод заранее заняться обновлением документов, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией в самый неподходящий момент. Юридическая тонкость, еще о которой забывают многие владельцы немецкого паспорта, заключается в его статусе. А я вам хочу напомнить, что согласно действующим нормам, Reisepass является собственностью именно Федеральной Республики Германия, а не того лица, на чье имя он выдан. Именно этот факт объясняет строгие ограничения на любые манипуляции с документом. Вам запрещено как вырывать страницы или оставлять в нем рисунки, но также наклеивать что-либо, включая декоративные, например, стикеры, или самостоятельно ламинировать листы. Также паспорт нельзя использовать в качестве залога, подобные действия могут привести к разбирательству. Анализ правовых последствий показывает, что сегодня любое изменение внешнего вида этой книжки может быть расценено как повреждение государственного документа. Если пограничник или сотрудник ведомства обнаружит хоть какие-то следы клея, посторонние отметки или отсутствие страниц, документ с высокой вероятностью будет признан недействительным. Последствия, вы понимаете, для владельца могут быть неприятными, от административного штрафа за нарушение правил обращения с документами до более серьезных разбирательств. В ряде случаев вас могут не выпустить из страны или отказать во въезде, что сорвет вашу поездку. Контроль за состоянием биометрических документов в последние годы стал более строгим, поврежденный или просроченный паспорт подлежит изъятию и последующей замене. Попытка самостоятельно, скажем, подклеить где-то там порванную страницу может только наоборот ухудшить ситуацию, так как это могут расценить как вмешательство в документ. В таком случае вам придется оформлять новый паспорт в срочном порядке, а также объяснять причины повреждения. Бережное отношение к этой бордовой книжечке – это практичный способ избежать лишних проблем и неприятных ситуаций при проверке документов. А теперь, разобравшись с тем, как беречь личные вещи и документы, стоит взглянуть на вопрос шире и понять, сколько же на самом деле стоит наша жизнь в государстве, которое привыкли считать одним из самых дорогих в Европе.
Репутация Германии вы знаете как страны с высокой налоговой нагрузкой и серьезным испытанием для состоятельных граждан известна далеко за пределами страны. Однако свежие отчеты текущего года заставляют пересмотреть это привычное убеждение. Если копать глубже, выясняется, что при всей своей строгости к высоким доходам немецкая финансовая система далеко не предел по жесткости среди развитых стран. ФРГ стабильно держится в числе лидеров по ставкам подоходного налога, но здесь есть важный нюанс. Реальное количество людей, которые действительно платят максимальную ставку, в разы меньше, чем кажется на первый взгляд. Если взглянуть на общую карту Европы, финансовые контрасты выглядят весьма выразительно. Подоходный налог сегодня превратился в настоящий лоскутный ковер. Пока в Болгарии и Румынии планка едва достигает 10%, например, в Дании она превышает 60%. Разрыв в 6 раз – это такая пропасть, которая отражает разные подходы к устройству общества. Северная и Западная Европа осознанно удерживают высокие ставки. То есть такие высокие налоги – это своего рода общественное соглашение. Люди соглашаются отдать существенную часть своего дохода, но взамен получают надежную систему, медицину, доступную без критических доплат, качественное образование для детей и социальные гарантии, которые поддерживают в сложные периоды, например, при потере работы. Разбирая эту модель, становится нам понятно, что в Германии налог на доход – это плата за устойчивость и предсказуемость среды. Да, страны с низкими ставками на востоке континента выглядят привлекательно для накопительного капитала, но там любая ваша серьезная проблема со здоровьем или обучением мгновенно превращается в личный финансовый кризис. Немецкая же система старается удержать баланс, брать достаточно для поддержания высокого уровня жизни, но при этом не перегружать тех, кто создает экономическую ценность. Именно поэтому, несмотря на всю критику, квалифицированные специалисты продолжают выбирать Мюнхен или Гамбург, понимая, что за каждой строчкой в налоговой декларации стоит конкретная услуга от государства. На самом деле в европейском масштабе Германия сегодня придерживается умеренно, я бы так назвал, консервативного курса. Ее максимальная налоговая планка сопоставима с показателями Великобритании, Италии или Финляндии. Мы находимся выше среднего уровня по Европе, но уступаем странам с наиболее высокими ставками. Дания с ее потолком в 60,5%, Франция с ее 55,5% и Австрия, где отчисления достигают 55%. Это показывает, что немецкая система старается не переходить на ту грань, за которой снижается привлекательность для инвестиций и специалистов. Если же мы выйдем за рамки Евросоюза и сравним наши условия, например, с Соединенными Штатами, то разница кажется ощутимой. В Соединенных Штатах Америки федеральная максимальная ставка составляет 37%, что на первый взгляд делает жизнь за океаном дешевле. Однако здесь кроется важный аналитический нюанс. Американская налоговая модель многослойна. К федеральному уровню почти всегда добавляют налоги конкретных штатов, которые могут увеличить итоговую нагрузку еще примерно на 13%. В результате житель Нью-Йорка или Калифорнии может отдать государству в сумме сопоставимую или даже более высокую долю дохода, чем житель Гамбурга, при этом уровень социальных гарантий отличается. Сравнение с другими крупными экономиками также не всегда в пользу ФРГ. В Канаде, Австралии и Южной Корее налоги для обеспеченных граждан ниже. Но есть и другой плюс. Например, в Японии налоговая нагрузка достигает почти 56%. Это еще раз показывает, что Германия пытается найти тот баланс, обеспечивать финансирование медицины и образования, но при этом сохранять привлекательность для квалифицированных специалистов в сравнении с азиатскими или скандинавскими странами. Если же сравнивать немецкую модель с крупными развивающимися экономиками, разница становится еще более ощутимой. Например, в Индии фискальный потолок не достигает и 40%, а в Бразилии вовсе находится на отметке в 27,5%.
Особняком стоит Китай, где условия для граждан с высокими заработками во многом сопоставимы с немецкими стандартами. Однако вся суть кроется не в сухих цифрах, а именно в системе прогрессии, которая в текущем году работает по принципу лестницы. Вы платите больше только с той части заработка, которую перешагнула очередную ступень. Знаменитый налог на богатых со ставкой в 45% для многих остается лишь громким заголовком. На деле этот тариф активируется только тогда, когда ваш годовой доход превышает внушительную планку в 277 825 евро. Подавляющее большинство специалистов попадает в предыдущую категорию со ставкой в 42%. В текущем году эта зона начинается от 69 879 евро. Важно здесь понимать, 42% применяются не ко всей этой зарплате, а только к той части дохода, которая превышает этот порог. В Германии сейчас около 4 миллионов человек находятся именно в этом диапазоне, и границы этих зон власти ежегодно корректируют, чтобы инфляция не снижала покупательскую способность доходов граждан. Для тех же, чей заработок находится на низком или среднем уровне, условия выглядят гораздо мягче. В текущем году базовый необлагаемый минимум поднялся до 12 348 евро. Это своего рода неприкосновенная сумма, все, что вы заработали в пределах этой цифры, остается у вас без начисления подоходного налога. А все, что выше, начинает облагаться постепенно, стартуя с 14%. Такой вот поэтапный рост позволяет системе оставаться гибкой, государство увеличивает налоговую нагрузку постепенно по мере роста ваших доходов. Это делает немецкую модель одной из социально ориентированных, поддерживая тех, кто только начинает свой путь или работает на неполную ставку. Но и это еще не все. Сегодня финансовая нагрузка в Германии складывается не только из налогов, но и обязательных платежей, которые порой вызывают у граждан дополнительные вопросы из-за своей фиксированной природы. Одной из самых обсуждаемых тем в немецком домохозяйствах остаются счета за телерадиовещание. Сумма в 18 евро 36 центов в месяц с каждой семьи кажется многим высокой, особенно на фоне того, что некоторые медиаструктуры поднимают вопрос о возможном даже увеличении финансирования. Если провести анализ по всей Европе, то выяснится, что практически каждое государство содержит свои общественные теле- и радиоканалы. Но подходы к их оплате и итоговая сумма различаются весьма существенно. Наши соседи в Австрии с недавнего времени перешли на более экономную модель. Там ввели фиксированный сбор, который обходится гражданам в 15 евро 30 центов. Это примерно на 16% меньше, чем текущий уровень платежей в Германии. Но наиболее ощутимая разница проявляется при сравнении с южной частью континента. В Италии система финансирования медиа устроена иначе. Взнос там привязан к счетам за электроэнергию. В текущем периоде итальянцы платят около 70 евро в год, что в пересчете составляет примерно 6 евро в месяц. Более того, итальянский регулятор Agcom недавно принял решение о снижении этой суммы, в то время как в Германии обсуждения чаще связаны именно с возможными изменениями в сторону увеличения. Итальянская модель интересна еще и своей гибкостью, которая, по мнению экспертов, не всегда хватает немецкой системе. Если у жителя, например, Италии, нет телевизора или радиоприемника, он может официально подтвердить отсутствие устройства и освободиться от этого платежа. В Германии же сбор является обязательным для каждого домохозяйства, независимо от фактического потребления контента. Такая привязка к адресу проживания, а не к использованию услуг, делает немецкую модель одной из наиболее дорогих в Европе и вызывает активное обсуждение среди жителей, особенно при сравнении с другими странами, где уровень платежей существенно ниже. В Германии система устроена достаточно строго. Обязанность платить за радио и телевидение привязана не к наличию техники, а, как я сказал, к факту проживания в жилом помещении. Даже если в доме нет ни одного экрана, ни радиоприемника, счет 18 евро с лишним поступает в обязательном порядке. Анализ юридической практики показывает сегодня, что этот сбор контролируется государственными структурами достаточно последовательно.
Игнорирование писем от ведомств может привести к начислению задолженности, последующим мерам взыскания через судебные органы и в отдельных случаях к дополнительным административным последствиям при длительном уклонении от уплаты. На этом фоне опыт соседей выглядит достаточно необычно. Франция еще несколько лет назад полностью ликвидировала этот прямой сбор, переведя финансирование государственных каналов на поступление через НДС. Это означает, что французы больше не получают отдельные квитанции, а поддержка медиа осуществляется именно через общий бюджет. Схожим путем идет и Испания, где общественное вещание финансируется напрямую из государственных средств. Такие изменения вызывают активные дискуссии, критики считают, что прямая зависимость от бюджета может повлиять на независимость медиа. Однако сторонники реформы отмечают, что на качестве контента это существенным образом не отражается, при этом упрощает финансовую нагрузку для самих граждан. Если же сравнивать немецкие расходы с мировыми лидерами, то выясняется, что уровень платежей далеко не самый высокий. Одно из самых дорогих общественных вещаний в мире сегодня зафиксировано в Швейцарии. Там ежегодный платеж составляет около 335 франков, что в перерасчете превышает 370 евро. Высокие ставки сохраняются и в странах Северной Европы, тем не менее для жителей Германии стабильным утешением остается тот факт, что в других странах суммы могут быть еще выше. Основная претензия немецких налогоплательщиков сегодня касается содержания самого эфира. Многие считают, что при таких бюджетах качество программ и объективность новостей на публичных каналах должна соответствовать более высоким ожиданиям, чем те, которые наблюдаются сейчас. Кроме этого, хотел бы сейчас обратить также внимание, что сегодня финансовые риски в Германии возникают как в налоговых декларациях или квитанциях за радио, а также прямо на проезжей части, где даже двухколесный транспорт попадает под достаточно строгий контроль дорожной полиции. Количество велосипедистов на немецких улицах постепенно увеличивается, а вместе с этим увеличивается и контроль за их поведением на перекрестках. Распространенное сегодня мнение, что светофоры – это зона ответственности исключительно автомобилистов. На самом деле, для тех, кто передвигается на велосипеде, игнорирование красного сигнала в текущем году может привести к ощутимым финансовым последствиям. В каталоге штрафов прописана следующая градация. Если вы просто пересекли стоп-линию на запрещенный сигнал, сумма составит около 60 евро. Однако анализ нарушений показывает, что размер санкций существенно увеличивается, как только появляются дополнительные обстоятельства. Если ваш маневр создает потенциальную опасность для пешеходов или других участников движения, сумма возрастает до 100 евро. В случае столкновения или повреждения чужого имущества штраф может увеличиваться до 120 евро. Но наиболее важными последствиями для многих остаются административные данные. За каждый такой инцидент в реестр во Фленсбурге заносится 1 штрафной балл. Это важно для тех, у кого сейчас нет автомобиля, так как накопление баллов может повлиять на получение или продление водительского удостоверения в будущем. Существует и так называемое правило 1 секунды, о котором многие забывают в спешке. Если светофор находится на красном сигнале дольше 1 секунды в момент проезда, нарушение квалифицируется как более серьезное. В этом случае даже при отсутствии прямой опасности для окружающих минимальный размер штрафа устанавливается на уровне 100 евро сразу. К этой сумме Всеобщий немецкий велосипедный клуб АДФЦ рекомендует добавлять административные издержки. Как только дело ваше переходит в стадию официального постановления, к основному штрафу автоматически добавляется сбор за оформление и почтовые расходы в размере 28 евро 50 центов. Таким образом, попытка проезда перекрестка в такой ситуации фактически может обойтись почти в 130 евро, что заставляет внимательнее относиться вас к сигналам светофора. Заблуждение о том, что штрафные баллы во Фленсбурге – это привилегии исключительно автомобилистов, в текущем году может стоить кому-то водительского удостоверения. Немецкое дорожное право смотрит на ситуацию более широко. Любой участник движения, достигший 14-летнего возраста, подпадает под действие системы учета нарушений. Неважно, крутите ли вы педали или управляете мощным седаном, игнорирование красного света, попытка проскочить железнодорожный переезд под закрывающимся шлагбаумом,
или отказ пропустить человека на пешеходном переходе могут привести к внесению записи в ваш личный реестр. Аналитика риска показывает, что отсутствие прав в момент нарушения вовсе не является защитой. Ваши баллы в таких случаях обычно фиксируются в базе данных и могут быть учтены позже, когда вы решите сесть за руль автомобиля, и этот багаж из прошлого способен осложнить процесс получения документов. Однако, по-настоящему жесткие последствия наступают для тех, кто находится на так называемом испытательном сроке после получения водительского удостоверения. Эксперт по дорожному праву Роланд Рихтер подчеркивает, серьезный проступок на велосипеде в этот период может привести к продлению вашего статуса новичка еще на 2 года. Более того, нарушителю, как правило, приходится за свой счет проходить специальные курсы повышения квалификации, стоимость которых часто сопоставима с ценой нескольких этапов обучения в автошколе. И самая суровая мера – это в крайних случаях возможный полный отзыв водительских прав. Важно осознавать масштаб угрозы. При определенных обстоятельствах государство может ограничить вашу возможность управлять машиной, даже если нарушения были совершены исключительно на 2 колесах. В глазах закона систематическое пренебрежение этими правилами на велосипеде может рассматриваться как показатель общей непригодности к безопасному участию в дорожном движении. На этом у меня на сегодня все. Внимательно следите за графиками индексации пенсий, не забывайте проверять свои налоговые декларации и будьте предельно аккуратны на перекрестках, так как в Германии 2026 года 1 секунда на красный свет может изменить ваши планы на годы вперед. Спасибо за просмотр.